Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами коллекцию витражных гель-лаков от компании Beauty Lux. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Но прежде чем приступить к обзору, спешу поделиться с вами отличной новостью. Сейчас в официальном магазине компании Beauty Lux на платформе AliExpress проходит акция. Дело в том, что на данный момент можно сделать заказ с доставкой по России. И платформа AliExpress уверяет, что свой заказ вы получите в течение 5 рабочих дней. Мало того, если вы при оформлении заказа выбираете экспресс-доставку, стоимость продукции автоматически уменьшается. При этом, если ваш заказ будет от 299 рублей, то по промокоду вы сможете получить также дополнительную скидку минус 100 рублей. Все подробности акции я также продублирую в описании под видео. Ну а мне на обзор прислали коллекцию витражных гель-лаков у компании Beauty Lux. На сегодняшний день в этой коллекции 12 цветов. Также в посылку продавец в качестве комплимента положил набор наклеек и флакон с гель-лаком 7 мл во флаконе. Тут указан номер 003, это такой вот оранжевый гель-лак. А теперь давайте рассмотрим коллекцию витражей. В каждом стеклянном флаконе по 10 мл продукта. На флаконе указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия 12 месяцев. Вся эта коллекция имеет маркировку LL, и сейчас на ваших экранах цвет под номером 01. Консистенция у всех гель-лаков из данной коллекции плотная и укрывистая. Как бы странно это ни звучало, но чуть позже я покажу вам, что данными гель-лаками можно делать стемпинг. Да-да, именно в стемпинге. Как вы знаете, я очень люблю стемпинг, поэтому многие товары тестирую в этой технике. По поводу пигментации могу сказать следующее. У всех 12 цветов на первом слое пигмент ложится не особо равномерно. Второй тонкий слой ситуацию немного выравнивает, но тем не менее все равно остаются где-то места, скажем так, где пигмент лег более толстым слоем, где более тонким слоем. В принципе, для равномерного покрытия я бы рекомендовала наносить данные гель-лаки тонким, практически втирающим слоем. Таким образом можно нанести и 3, и 4 слоя, и с каждым слоем цвет будет более насыщенным. Как мы с вами знаем, витражные гель-лаки за счет своей полупрозрачности отлично полимеризуются и в маломощных специальных маникюрных лампах. У данной коллекции витражных гель-лаков после полимеризации на поверхности образуется незначительный дисперсионный слой. При этом стоит отметить, что этот самый незначительный дисперсионный слой, он не жирный, а такой немного липкий. Именно такой дисперсионный слой отлично подходит для отпечатывания стемпинг рисунка. Сейчас на своих экранах вы видите цвет под номером 04. Это такой коричневый витраж с красноватым подтоном. А вот следующий цвет под номером 05 как раз таки чисто коричневый витражный гель-лак. Все цвета я наносила на прозрачные типсы в 2 тонких слоя, для того, чтобы вы сами могли рассмотреть прозрачность этих самых витражей. И, как вы понимаете, для насыщенности цвета можно нанести и 3, и 4 тонкий слой. Также в этой коллекции есть черный витраж под номером 06, но если быть точнее, это не совсем черный, это скорее такой вот дымчатый черный. И этот цвет отлично подходит для создания таких дизайнов, например, как вуаль. Безусловно, витражную коллекцию гель-лаков можно сделать самим. Для этого достаточно каплю цветного гель-лака, несколько капель гель-топа либо гель-базы, и витраж готов. Но вот вопрос, а часто ли нам хочется заморачиваться с подобными замесами? Давайте пообщаемся на эту тему в комментариях. Я буду вам очень признательна, если вы поделитесь своим опытом. Что касаемо меня, я довольно часто что-то замешиваю, но, как правило, это какие-то строительные гели, либо полигели, и то, если мне, например, где-то не нравится цвет, оттенок.
Цветным гель-лаком я вообще никогда не меняла, ну там как-то оттенок, потому что, как показала практика, если цвет, например, не нравится мне, это не значит, что этот цвет не понравится кому-то из моих девочек. Что касаемо витражных гель-лаков, то, конечно же, я делаю замес исключительно в том случае, если у меня нет вот именно какого-то определенного оттенка витража. По большому счету витражи за счет своей полупрозрачности можно довольно широко использовать в стемпинг-дизайнах. Как бы странно это ни звучало, как правило, в стемпинге мы любим использовать именно хорошо пигментированные лаки, либо гель-лаки. Но, тем не менее, витражи также довольно широко можно применять именно в технике стемпинг. Ну и последний цвет из этой коллекции под номером 12, синий витраж. В 2 тонких слоя это будет голубой оттенок, в 4 слоя будет такой вот синий витражный оттенок. А вот так, собственно, выглядит вся коллекция витражных гель-лаков от компании Beauty Lux. Все 12 цветов, выкрашены на прозрачные типсы в 2 тонких слоя. Конечно же, при помощи витражных гель-лаков можно создать интересные нейл-дизайны. Но так как я люблю стемпинг, мы посмотрим с вами на эту коллекцию именно в стемпинг-дизайнах. На белую подложку я отпечатываю стемпинг-рисунок, который был сделан при помощи обычного черного лака для стемпинга. В данном случае именно на белой подложке витражные гель-лаки будут смотреться наиболее выгодно. При этом стоит отметить, что цвета между собой замечательно смешиваются, и при желании можно без труда добиться плавного перехода. Такой способ работает не только на белом фоне. Давайте возьмем фон потемнее, но тогда в этом случае нам отпечатать рисунок с пластины нужно будет при помощи белого обычного лака для стемпинга. Теперь нам только остается раскрасить стемпинг рисунок этими же самыми витражами. При этом, так как фон у нас темный, если мы вдруг где-то там кисточкой при раскрашивании вышли за рамки стемпинг рисунка, да, ничего страшного, вот этих вот ляпов их особо видно не будет. Ну а теперь самое главное. Каково же было мое удивление, когда я на авось решила взять и попробовать отпечатать данными витражными гель-лаками стемпинг рисунок. Витражный гель-лак я нанесла на пластину для стемпинга, скрапером убрала лишнее, отпечатала рисунок на штамп. Затем буквально на 4 секунды я поместила штамп в лампу, и после этого рисунок, пожалуйста, можно переносить на типс. Эту часть видео я специально не ускоряла, не вырезала ничего. То есть вот как шел процесс, так он и шел. И при этом вот посмотрите, пожалуйста, на уже готовый, то есть результат. Все линии четкие, нигде ничего, то есть не скаталось. И рисунок отпечатался просто замечательно. Если со штампа переносить рисунок на типс без предварительной просушки, там буквально 4 секунды, то в этом случае рисунок смажется. Возможно, сейчас у кого-то возникнет вопрос, а зачем нам нужен такой вот слабо пигментированный стемпинг рисунок? Дело в том, что именно такие слабо пигментированные стемпинг рисунки отлично подходят в качестве фона. Не так давно в прямом эфире мне задали вопрос, какие стемпинг рисунки хорошо подходят именно в качестве фона. Так вот, если мы берем какие-то слабо пигментированные лаки, либо гель-лаки, ну или как в данном случае витражные гель-лаки, в принципе получается, что любой стемпинг рисунок можно использовать в качестве фона. Единственный нюанс – подложка должна быть максимально светлой. Лучше, конечно, если это будет белая подложка. Давайте отпечатаем еще один рисунок витражными гель-лаками от компании Beauty Lux. И тут хочу отметить, что у меня есть витражи от других торговых марок. И вот ими
отпечатать стемпинг рисунок у меня совсем не получилось. И тут, мне кажется, дело именно в плотной консистенции самого геля. Также стоит отметить, что не все стемпинг-рисунки можно отпечатать данными витражными гель-лаками. Рисунки именно с тонкими линиями отпечатываются просто замечательно. А вот рисунки такие более полые, скажем так, отпечатать уже немного сложнее. Также, конечно, не стоит забывать, что при помощи витражных гель-лаков можно, в принципе, создать по-быстрому какой-нибудь такой вот фон, который, в свою очередь, уже можно дополнить и рисовашками, и лепкой, и декором, ну и, конечно же, стемпингом. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!